Здравствуйте, мои дорогие. Извините, я не выходила на связь 2 суток, но у нас совершенно не было никакой физической возможности, потому что мы ехали, и было много всяких приключений. Последний раз мы с вами встречались, когда мы были на границе словацко-украинской. Было совершенно удивительно, как мы проехали эту границу с гуманитарной помощью. Может быть, это благодаря нашему датскому флагу, который мы повесили на багажник нашей машины. Не знаю, может быть, благодаря мне, потому что когда какая-то кризисная ситуация, я настолько мобилизирую все свои силы и все свои умения, я не знаю, я умею разговаривать с людьми, я умею уговорить любого. В общем, мы каким-то чудом прошли эту границу без бумаг. Если вы помните, то мэр города Ужгород сделал для нас какой-то зеленый коридор и какие-то бумаги. Но эти бумаги, они были на стороне Украины. И мы должны были ждать их на территории Словакии, пока ребята привезут нам эти бумаги. Но чудом мы заехали на границу, не там, где гуманитарная помощь, а там, где частные машины. И я как-то всех смогла убедить таможенников на словацкой стороне и на украинской стороне. Вот. И мы проехали с этой помощью, и ребята нас ждали уже в Ужгороде. Когда они меня увидели, они не знали, что делать от счастья. Они были настолько поражены тому, что мне это удалось. В общем, счастье не передать словами. Я была тоже очень горда сама собой и счастлива тем, что мы так быстро все это оперативно сделали. Затем мы поехали к ним на склад. Они арендовали целый отель для тех, кто убегает с Киева, из других районов города, да, окрестностей. Вот. Они к нам все очень хорошо, тепло отнеслись. Мы выгрузили всю эту нашу гуманитарную помощь, и все дружно потом встретились. Мы забрали мою маму, слава богу, это тоже я отдельное видео сделаю об этом, и забрали еще 2 женщин, которые также убегали вместе с моей мамой, которые вывозились с Троещины, с левого берега на правый, и это было очень трогательно все. Потом нас накормили вкусным обедом украинским. И все вроде так мирно, хорошо, и даже нельзя было понять, что где-то рядом стреляют, пока мой муж не посмотрел в телефон и не сказал: нам пора, потому как уже были какие-то военные действия и на Западной Украине, кое-где начинали уже постреливать, и нужно было и нам как бы спохватиться, уезжать побыстрее. В общем, мы с моей мамой и 2 женщинами поехали к границе ЧОП, они нас провели. Чтобы вы понимали, граница ЧОП — это граница Украины с Венгрией. Там мы прождали очень долгое время, ну как долгое, для нас долгое, может быть, мы час стояли. На самом деле другие стоят по 7 часов на этой границе. Мы были на нашем микроавтобусе с немецкими номерами, и опять же, как я это умею сделать, мы быстро это все проехали. У нас были специальные таблички на машине. Но бюрократия жуткая. Вот, досмотрите мое видео до конца, я вам сделаю очень много таких ремарочек полезных, которые вам будут нужны, так что будьте со мной. Советы я дам некоторые важные, да. Пройдя эту границу, наконец, венгерскую, мы не увидели никаких лагерей беженцев, как это было на словацкой стороне, а нам же нужно было еще взять людей, да. Эти 2 женщины, которые были с моей мамой, они должны были лететь дальше в Барселону. Вот, мы их довезли до вокзала, отдали в руки волонтерам, их распределили, довезли дальше до аэропорта, и мы сейчас с ними на связи, они сегодня должны вылететь в Барселону. Мы же поехали в какую-то школу, где разместили беженцев. И мы ходили вот так из одного спортзала в другой и задавали вопросы, кому нужно помочь, кто хочет выехать. Но, знаете, такое вот ощущение было, об этом тоже я сделала отдельное видео. Это только женщины и детки, да. Такое ощущение, эти все люди, они не знали, куда ехать, они не знали, куда. Вот одна хочет в Италию там, с семьей, стоит и качает ребеночка, я тоже сделала интервью с ней, одному 2 месяца, второму ребеночку 3 годика, третьему
6 лет. И вот она говорит, я хочу в Италию. Потому что почему? Потому что в Италии хороший климат, там тепло. Кто-то хочет в Испанию, потому что они любят испанский язык, вот им нравится, да. Кто-то какие-то песни любит, они в ту страну едут. В общем, люди не знают, куда ехать и что им делать. Мы никого там не нашли, и попутчиков я имею в виду. И нам посоветовали ехать в Будапешт и просто-напросто выходить на центральный вокзал и подходить к кассам, где продают интернациональные билеты, и, значит, спрашивать всех. Что мы и сделали. Измученные мы поехали в направлении Будапешта. Там мы заночевали в отеле уже с моей мамой, которая не спала долгое время, уставшая, смогла принять душ. Конечно, и вообще вот эта трогательная встреча, это не передать словами. Уставшие, но счастливые, мы заночевали в отеле «Ибис» в Будапеште. И утром, рано утром, мы поехали с мужем на вокзал, центральный вокзал. И как нам посоветовали, я ходила и спрашивала, кому, куда. Там было очень много людей, которые, опять же, не знали, куда они едут, с кем они едут. И я вот так вот ходила, подходила, спрашивала, предлагала. И я нашла 2 молодых женщин и мальчика 10 лет, которым я предложила. Им нужно было ехать по дорогу куда-то в Германию. Это, знаете, у них какие-то знакомые или дальние родственники, они живут на стороне Фленсбурга. Это датская или немецко-датская граница. Я говорю, хорошо, мы вас подвезем, потому что все равно нам по дороге мы немножко маршрут изменим, и мы вас туда довезем. А если вы решите, то мы вас повезем и в Данию, если вы переиграете. Конечно, эти 2 женщины, они, и ребенок, они из Харькова. Все очень испуганы. Ну, я понимаю, как можно поверить, стоит какая-то барышня, и поехали со мной, я вам устрою, все будет хорошо. Люди настолько перепуганы, настолько, как сказать, травмированы от всего, что происходило. И когда я им это предложила, они вроде как потом мне доверились, но, как я чувствую, они начали оттаивать уже в нашем шикарном микроавтобусе, который нам спонсировали, да. Где-то через часа 2 они начали уже как-то улыбаться и так отходить немножко. Вот, и с этими 2 женщинами, моей мамой и мальчиком 10-летним, мы проехали из Будапешта. Я вела машину по Словении и Чехии вчера, то есть это ушло на это 5 часов. Потом мой муж меня сменил, и мы поехали по немецкой стороне. И доехали мы, не помню, как город называется, в общем, 280 километров от Гамбурга, где стоит наша машина. И мы вот сейчас, вчера вечером, приехали в этот прекрасный маленький такой отель, или таверна, я не знаю, как сказать, да, Кро по-датски. Все разместились, очень вкусно поужинали, выпили по бокалу шикарного красного вина, расслабились. И эти женщины, они уже просто такие тоже благодарные, счастливые, что они попали к нам, и что мы так вот относимся. В дороге мы тоже останавливались раза 4, там перекусывали, кофе пили. В общем, все как должно было быть. Спасибо опять же всем нашим спонсорам, благодаря которым мы можем позволить останавливаться вместе с нашими попутчиками в отелях, кушать хорошую, теплую, вкусную еду, вот, и чувствовать себя комфортабельно. Вот это вот у нас было за эти 2 суток, вот такие приключения, да. Мы проехали 7 стран, чтобы вы понимали, за 4 дня или 4 суток. И сейчас будем сегодня въезжать в Данию, где нас ждет уже организация, наша коммуна, куда я обращалась до того, как мы вообще все это затеяли. И этих женщин и ребенка поселят не в отель, а как это, в хостель, это по-датски это Кюэвандраем, где им предоставят медицинскую помощь и одежду, еду. С ними пойдут в магазин, им купят сим-карты, чтобы они могли общаться со своими мужьями, которые на войне, с родителями, которые пожилые остались у них там на Украине.
Вот такие планы. А теперь, ребята, очень информация важная. Я, как всегда, с кофе, никакая, но кофе есть. Очень важная информация. Внимание! Сейчас неимоверное количество доброжелателей, которые хотят помочь, в кавычках, иммигрантам, беженцам и пользуются этой ситуацией. Когда я была на вокзале центральном в Будапеште, неимоверное количество людей разных национальностей, не буду говорить, какого цвета и у них паспорта, лица и так далее, очень много мужчин, которые задают такие вопросы: а если я потерял паспорт, можно ли мне? А если я там еще откуда-то, можно, как я, а сколько, какое пособие, а сколько платит Дания, а сколько я получу в Германии. Так вот, мои дорогие друзья, пожалуйста, если вы волонтеры и перевозите беженцев, сразу же отсекайте такие знакомства. Говорите сразу, как я, мы берем только женщин и детей, мы помогаем только тем, кто бежит с Украины. Потом очень много доброжелателей, опять же, которые ходят по таким вот лагерям и предлагают тоже какой-то ночлег, какое-то, я не знаю, там, убежище вот какое-то за деньги. Дорогие мои, кто убегает, если к вам кто-то приходит и помогает помощь за деньги, это обманщики, это мошенники, никому не верьте. Когда я встретила вот этих женщин и ребенка, первый их вопрос был: а можно найти работу в Дании? Это меня так тронуло. Вот я говорю, у меня сейчас опять же меня все трясет. Понимаете, люди убегают из-под бомбежек, и первый вопрос это: можно ли ребенка определить в школу, и как это будет? И можно ли найти работу? Это вообще просто не передать словами, у меня все шевелится, волосы шевелятся на голове. Вот как люди убегают. То есть люди убегают не за тем, чтобы получить какое-то пособие, а за тем, чтобы обеспечить свою жизнь, жизнь ребенка и помочь этой стране, которая им сейчас так помогает. Вот это люди, да. И третий вопрос у них был, значит, школа, работа. И сколько это будет стоить, дорогие мои, те, которые бегут? Это стоит бесплатно. Это бесплатно все. Те, кто делают это правильно, это делается просто вам бесплатно, для того, чтобы вам помочь убежать из-под бомбежек и спасти ваших детей и вашей жизни, и продолжить вашу жизнь в нормальных, комфортных условиях, в мирном мире. Чтобы вы понимали, в Венгрии, к примеру, да, бесплатный транспорт. Этот бесплатный транспорт везде, по всем европейским странам, Польша, бесплатные автобусы, бесплатные поезда, бесплатный ночлег, вам предоставят еду тоже бесплатно, одежду предоставят бесплатно. Но вот в Венгрии эти ребята, которые с нами сейчас едут, им бесплатно дали поезд, но стоячие места. Вы понимаете, да? Ехать 7 часов стоя. Это с детьми, с маленькими, это невозможно. И поэтому им предложили купить билет за 5 евро. То есть сидячее место стоит 5 евро на человека. И эти места нельзя продать. То есть вот они купили эти билеты, потом они меня нашли, или я их нашла. Я говорю, давайте попробуем сдать, 5 евро для них это большие деньги сейчас для всех. Мы отстояли очередь, и нам сказали, к сожалению, нам деньги не могут вернуть. Это вы тоже должны знать. Еще такой момент. Когда вы везете каких-то беженцев, вы должны понимать и относиться к этому с полной ответственностью, потому что люди очень пребывали в страшном стрессе. Вот наши ребята, они убегали с 24 февраля, когда война началась, и они не могли расслабиться все это время, не могли нормально принять душ, они не могли нормально спать, потому что весь этот звук бомбежек и алярма, вот этих боевых военных каких-то тревог у них постоянно в голове звучит. Поэтому вы должны понимать, что эти люди должны приезжать в официальные организации, не к вам домой, а в официальные организации, которые вы должны контактировать до того, как вы сделаете какой-то первый шаг. И эти люди должны попадать, опять же, к профессионалам, где им предоставят
помощь психологическую разместят, где будут работать люди, которые знают, с кем они имеют дело. Так что, дорогие мои, если вы кого-то везете, вы несете ответственность за людей, за их жизни и за их будущее. Ну вот, дорогие мои, пока вкратце вот так вот. Мы должны быстренько сейчас покушать и дальше направляться в сторону Гамбурга, брать нашу вторую машину, и на 2 машинах мы поедем в сторону Дании, где нас уже ждут, и где мы должны зарегистрировать наших ребят на границе при въезде. Это тоже очень важно. Вы не имеете права привезти кого-то из чужой страны, не зарегистрировав их въезд на границе в чужую страну. Это очень важный нюанс. Я надеюсь, мои советы были вам сегодня полезны. И до следующих встреч я обязательно вам расскажу, как мы проехали еще, сколько-то там на количество километров, 1000 или сколько нам еще предстоит. Дорога долгая, дорога дальняя, но мы все счастливы. И спасибо за вашу поддержку. Все поддерживают, соседи тоже на связи, нянчат нашего щенка, кота, дети помогают как могут. В общем, жизнь прекрасна, удивительная. Я верю в то, что добро спасет мир. Делайте малюсенькие какие-то добрые дела, и жизнь будет прекрасна. Ну, на этом все. С вами была любящая вас Виктория Андерсон. Всем вам мира и добра. Пока.